На рожон я не лез. Я был, наверное, один-два раза на митинге, но при этом Моя квартира достаточно популярна среди моих друзей, и в целом, я живу в центре, на Сенной, и я всегда в сторисы кидала еще много лет назад о том, что, если что, купите какой-нибудь напиточек, когда идете куда-нибудь, и чек сохраните. И вот мой адрес. Если что, вы пишете в заявлении, что сидел в кафешке, потом пошел к другу. Именно эту тему мы разыграли с моим товарищем, которого в марте или в конце февраля схватили на гостинке. Соответственно, я там тоже провел пару дней, пока его судили, и мы его отбили. Он там только ночь провел. Через неделю дочка маминой подруги, которая тоже таких вольных мыслей, у нее был другой район, в который ее отвезли. Туда мы не успели как-то пробраться, хотя тоже ездили на суд. В общем, ее оставили дней на 20, что-то такое. Там, в общем, не получилось отбить. Еще я доначу во всякие инстанции, помогаю вывозить, но тоже так, либо скидываю баблишко, либо просто координирую на каком-то элементарном уровне. Ну, если кто-то обращается, или если я вижу у кого-то экстренный паника запрос, что, как, куда, какие-то чатики и прочее, просто пытаюсь координировать друзей и знакомых. Плюс какое-то информирование в плане... Допустим, на работе я просрал момент, когда была вакцинация и пандемия. Мой круг, все привились, и это окей для всех нас, типа это нормально. А на работе я как-то не прочекал этот момент и ликбез не проводил. В общем, жестко просрал. И я офигела от того, что на работе, которой я руковожу, там сотрудников, допустим, 30 плюс-минус 10, привились только я и еще один человек. И для меня это был настолько шок, потому что мы работаем в Хорико. И чего? Я бился вокруг, трэш видел, который идет в медиа, а у себя вон там не разглядел сопротивления тамошнего. Окей. Я как-то попытался, но понял, что я опоздал, и там уже напичкано одной повесткой, и это сложнее гораздо, чем на начальном этапе. В случае с войной в феврале я как-то сразу достаточно быстро собирал всех на совещание и чуть направлял в нужное русло. Просто какие-то штуковины закладывал, как это делает пропаганда, но только с другой стороны. Или где-то остро мог на что-то прореагировать. Просто в проброс говорил, и в силу моей занимаемой должности кто-то где-то, видимо, прислушивался. В итоге, короче, что? Меня реально очень порадовало, что когда мобилизация ввелась, естественно, это не обошло наше совещание стороной, потому что у нас есть несколько парней тоже. И мне было очень приятно, что люди, условно антиваксеры вчера, сегодня говорили фразы, что мы первые напали, что мы пришли на чужую территорию, что одно дело воевать за свою территорию, когда на нас напали, и защищать, а другое дело нападать. Какие-то такие вроде бы базовые вещи, которые мне, нам, тебе и всем понятны, но при этом я боялся, что опять снова будут эти геополитические бла-бла-бла, и посмотрите, что там делали. Ну, в общем, весь набор этих штампов. Нет. Ну, наверняка кто-то где-то есть, но общий фон был как-то мне близок, то есть я не разочаровался в них. Я всегда стараюсь четко сказать свою позицию по какому-то из фактов, если я слышу, что там какой-то другой набор штампов или позиций. Если раньше это были истерики больше, то теперь это скорее просто нет. Я так не считаю. Я считаю, что вот так и вот так. Без давления, без попытки переубедить. Стараюсь всегда это озвучить и не бояться реакции. Не бояться, что со мной будут не согласны. Опять же, понимая, что даже те, кто сомневаются, но при этом вслух произносят что-то другое по разным причинам, они, услышав какую-то спокойную речь альтернативную, могут как-то видоизмениться. Меня очень радует, что на моей двери парадной появилась «нет могилизации». Закрасили, правда. Я хотел подправить, но что-то маркер пока не нашел. Может быть, найду черный и подкрашу. Но я оцениваю риски. То, что я, бывает, хожу по льду. Потому что я закрывал инсту, потом что-то открыл. Я так стараюсь как бы чуть больше, чем разрешено делать. Из ближнего круга моих друзей, допустим, это можно широко распространить на человек 50, это все на одной волне, кроме буквально двух-трех. И то они такие, знаешь, скорее одна совсем ультрас, у нее отец, значит, полковник, военная семья, причем мать
прокурорка где-то там чуть ли не в Чечне. Ну, жестко. Несмотря на то, что мы недавно еще шутили вместе и были на одной волне, а тут в чатике просто разразилось все говнище про предателей, про все такое, это было мощно. Но это не ближний круг, это скорее кто-то, с кем я с удовольствием всегда поболтал бы. Все близкие друзья абсолютно на одной волне. С папашей я особо не общаюсь. Мама проблема. С маман проблема. Высказывалась там много, я психовал, мы не общались, ну то есть были траблы. Я, к сожалению, как это часто говорят, где вы были 8 лет, я не настроил маме интернет. Я прям реально себя корю, что я эти 8 лет забивал и не полайкал нужные видео на ютубе. Не подключил и не настроил ей Netflix, потому что не разобрался, как на даче это делается. Я этими штуками не занимался. И это, конечно, было зря. Потому что это то, что нужно было делать заранее. Не забивать, чтобы они еще дальше от нас не отдалялись. Сейчас мы, ну как, общаемся, но про это не говорим. Когда дочка маминой подруги попала в тюрягу, в СИЗО, я маме рассказываю, а у нее все равно ответ. Так она что-то сделала не то. И вот подруга мамы звонила мне, собственно, а не маме. И говорила, ну а что, позвоню я ей, она мне скажет, что у меня дочь говно, а мне же нужна поддержка. И мамина коллега мне пишет сообщение о том, что, блин, я с Александрой Николаевной постоянно спорю, просто хотела написать, что я за тебя и что я тебя поддерживаю. Ее подруги, короче, мне пишут и говорят, что мне респект, и мы с ними на созвоне, там, помогаем друг другу, какими-то аудюшками перекидываемся. Но с маман не наладилось. Ну как, мы общаемся, плюс она позавчера ногу сломала, пришлось поехать. А смешно, что, значит, показал ей Гордееву и Стаса просто класса. Я понял, что видео, когда кидаешь, это не работает абсолютно, а сил вместе сидеть и смотреть нет. Тут зашел с другой стороны, типа, вот смотри, мой товарищ Стас. Ты же знаешь Стаса, мы однокурсники. Посмотри главную интервьюерку Ютуба с моим товарищем Стасом. А через пару дней она еще прибухивает по вечерам, это отдельная проблема за скобками, поэтому там вечером уже нет смысла разговаривать почти никогда, хотя она училка, и это не запойная история, а такой вечерний алкоголизм, как я это называю. Ну, пожалеть себя, вот это вот все. И вот через пару дней вечером, естественно, когда смелость с пивом набирается, она пишет мне: посмотрела 10 минут главную интервьюерку Ютуба. Интервьюерку она закавычила. Я порадовался, что мама теперь уже феминитивы использует, какая молодец, но потом понял, что она просто копипастнула сверху. После матных слов выключила. Это неприлично. Такой нелепый повод. Меня, конечно, бомбануло. Я не сдержался, написал мерзости типа, ага, а то, что ты материшься, то, что ты бухаешь, это все окей. Короче, какие-то мои попытки не работают. Про мобилизацию смешно было. Она мне такая звонит. Слушай, кабачки вот тут делала. Я говорю, а я думал, ты хотела спросить, не уехал ли я, не забрали ли меня. Может быть, такой был вариант для твоего звоночка? А что? Так там же... Так ты же не служил. Я ее там накачал, короче, дерьмом, чтобы тоже как-то побаивалась. Мне, конечно, обидно. Мне очень хочется, чтобы я как-то своим примером показал ей что-то о несправедливости российской системы. Потому что я периодически говорил ей, что меня посадят. Ответ на это всегда есть, пока я не сижу. Я же не уехал, нормально все значит. Поскидывал ролики, как там мобилизуют всех подряд. Ну так, немножко, может, тут как-то что-то поменяется у нее в башке. Ну и все равно не получается как-то это сдвинуть. Просто не общаемся. Но на все мои ссылки она отвечает типа, как экзамен. Ну, посмотрим. Интересно, что у меня была депрессия, и я пытался понять, почему, и понял, что это про потерю от тоски. Потому что это не только будущее, которое потеряли, планы на будущее. Это еще и друзья, которые уехали. Я прям прочекал очень сильно, что мой условно круг совсем близких, которых где-то 20, ну, таких, с кем всегда можно в десна на одной волне,
Из них уехало сначала 12, и сейчас уезжают оставшиеся и девочки, и мальчики. И остается прям уже совсем на одной руке, ну, ладно, на двух еще пока можно пересчитать. И то это все вопрос исключительно времени. Как и у меня, у кого-то теплится надежда.